Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Здесь я рассказываю о наиболее обсуждаемых в Финляндии событиях. Сегодня я расскажу о статистике сексуальных преступлений по разным национальным группам. Но начнем мы с опубликованного в четверг доклада правительства Финляндии о будущем. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Доклад содержит 4 различных сценария будущего Финляндии на ближайшие 20 лет. В докладе 4 сценария развития событий от стабильного роста до глобальных потрясений. Сценарий первый – стабильное развитие. Экономика растет умеренно, ее тянут технологии, экспорт, образование, инновации, низкий уровень безработицы, социальные программы сохраняются. Миграция сбалансирована, ЕС жив-здоров, с соседями полный консенсус, любовь-морковь, взаимопонимание и сотрудничество. Россия выступает как предсказуемый сосед, торговля процветает, транспорт снует туда-сюда, сотрудничество в энергетике продолжается без крупных конфликтов. НАТО и международные альянсы выступают гарантами безопасности. В общем, розовый сон обывателя. Сценарий 2. Кризисный спад. Финляндия по-прежнему состоит в ЕС, но появляются тучи на горизонте. Финляндия сталкивается с серьезными внутренними и глобальными проблемами. Глобальные кризисы бьют по экономике, безработица растет, социалку режут. Усиливаются протестные настроения, набирают силу радикальные движения. Торговля и экономические связи с Россией становятся менее стабильными из-за глобальной нестабильности. Доверие к институтам власти и политическая стабильность ослаблены, страна ищет способы адаптации к ухудшению условий. НАТО и ЕС продолжают существовать, но их влияние в условиях кризиса ограничено. Это сценарий, когда стране придется бороться за выживание и социальное спокойствие. Сценарий 3. Трансформация Европы. ЕС шатает и потрахивает, он скрипит и трещит, но держится. Финляндия ищет новые форматы сотрудничества с северными странами, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и со странами Балтии. Россия остается важным геополитическим фактором. С ней возможны стратегические партнерства в торговле и энергетике, но с осторожностью. Россия может сохранять напряженность в гибридной сфере, кибератаки, дезинформация и давление на соседние страны. Финляндия делает ставку на зеленые технологии, цифровизацию и региональное производство. НАТО и международные организации имеют значение, помогают сдерживать риски и обеспечивать безопасность. Четвертый сценарий назван «Рушащийся мир». Его мы рассмотрим подробно. В последующие 4 года мировой порядок меняется все быстрее, а неопределенность возрастает. Влияние США ослабляется, торговая война между США и Китаем усиливается. В докладе упоминается гипотетический второй, то есть уже третий срок Трампа. Протекционистская политика США замедляет их экономический рост и снижает их влияние. Многие регионы и страны стремятся к максимальной самодостаточности, а сотрудничество западных стран ослабевает. Россия добивается успехов в войне против Украины, и никто не несет ответственности за военные преступления. Россия использует ситуацию на Украине в своих интересах и ведет непрерывную гибридную войну против Запада. Международные соглашения по климату и охране природы не соблюдаются. Международная безопасность ослабевает, гонка вооружений растет, диктатуры укрепляют свои позиции. Войны и конфликты ухудшают состояние окружающей среды, растет глобальное неравенство и поляризация. Крупные державы создают космические силы как часть обороны. Вкладывается все больше средств в технологии безопасности. Традиционные СМИ теряют влияние. Дезинформация занимает доминирующее положение. Решения перестают базироваться на проверенных данных. Конфликт на Ближнем Востоке перерастает в более широкую войну. Ситуация в Африке ухудшается. Усугубляется голод и жара. Миллионы людей бегут в соседние страны, но значительное число беженцев
направляется в Европу. В период с 2030 по 2034 год ЕС начинает распадаться. Большинство стран выходит из Парижского соглашения по климату, отказывается от климатических обязательств ЕС. Процесс принятия решений в ЕС блокируется, Венгрия выходит из Союза, внутри ЕС усиливаются недемократические правительства, появляются региональные группировки. В азиатском регионе Китай расширяет сферу влияния. Страны активно готовятся к возможным военным угрозам, конкуренция в технологиях усиливается, меры по борьбе с изменением климата и улучшению благосостояния ослабевают. Последствия всего этого для Финляндии. В условиях рушащегося мира уровень жизни финнов падает. Вблизи Финляндии происходят повторяющиеся военные инциденты и отдельные вооруженные столкновения. Кризисная устойчивость людей подвергается испытанию. Молодые поколения ощущают отчуждение. Распространение дезинформации делает почти невозможным распознать правду. Россия устраивает гибридную войну против демократий. К концу 2030-х годов союзнические организации, защищающие Финляндию, теряют значение. НАТО и ЕС распадаются или не обеспечивают защиты. Демократические институты в мире ослаблены. Финское правительство прямо предупреждает, что независимость Финляндии может оказаться под угрозой. Постоянная угроза войны и конфликтов, гибридное воздействие, коррупция и серая экономика усиливаются. Что же правительство предлагает? Заранее готовиться к возможным рискам. Международное сотрудничество должно способствовать безопасности, доверию и стабильности, улучшать состояние окружающей среды. Нужно развивать оборонное сотрудничество в ЕС, обеспечить устойчивость общества, а также самодостаточность критически важных секторов, включая производство продовольствия. Необходимо поддерживать психологическую устойчивость населения и дух национальной обороны через образование, услуги, социальные гарантии, навыки и культуру. В общем, времена не выбирают, в них живут и умирают. Как вы думаете, по какому сценарию мы идем? Теперь от прогнозов будущего в день сегодняшний. Посмотрим полицейскую статистику сексуализированных преступлений за 2023 год с разбивкой по гражданству. Представлено количество преступлений на 10 тысяч граждан. Лидируют сирийцы, замыкают список россияне, украинцы на 2 позиции выше. Эта статистика, конечно, не дает полной картины, потому что какой-нибудь утырок может фигурировать в статистике несколько раз. Но, в общем, картина довольно показательная. Количество сексуальных преступлений последние годы резко возросло. В 2024 году полиции поступило больше 9 тысяч заявлений. Это почти на 2000 больше, чем годом ранее. Невооруженным глазом видно, что сильно выделяются некоторые группы иностранцев. В период с 2020 по 2024 год среди подозреваемых чаще всего встречались граждане Ирака, Сирии, Афганистана и Эстонии. А если сравнивать по количеству на число проживающих в стране, то лидирует Сирия, Конго, Афганистан, Ирак, Сомали. Депутатка Санна Антикайнен из партии «Истинные финны» заявляет прямо: иностранцы из этих стран совершают сексуализированные преступления в разы чаще финнов. Например, сомалийцы в 6 раз чаще, иракцы в 10, афганцы и конголезцы в 12, а сирийцы аж в 15 раз чаще. Жертвами почти всегда становятся женщины, 96% случаев. Антикайнен считает это серьезной угрозой для общества и требует жесткой миграционной политики. Правительство уже обсуждает экспресс-депортации, усиление контроля на границах и пересмотр правил приема мигрантов. Что думаете? Не пора ли последовать примеру Австралии и Канады и фильтровать мигрантов по уровню пригодности? Умеешь работать и можешь себя прокормить? Добро пожаловать. Нет профессии? Давай, до свидания, ищи другое место.
Ну и на пасашок сюжет из полицейских будней. В Оулу полицейские получили ночью необычный вызов. Во дворе жители заметили раненого ежика. Патруль приехал, поймал зверька и повез к ветеринару. Но вместо благодарности ежа прошибла медвежья болезнь, и он обделался прямо в полицейской машине. Результат стресса вывалился на сиденье. К счастью, полицейские восприняли ситуацию с юмором. В нашей машине всякое бывает, и ежики – это не самое страшное. С ежиным сюрпризом справиться проще, чем с человеческим. В итоге ежик оказался у ветеринара, полицейские вооружились ведрами и тряпкой, а соцсети растаяли от умиления. И вся история доказала, даже самый маленький ежик может оставить за собой большой цифровой след. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!